Приветствую вас! После Великой Отечественной войны идея создания дешевого малолитражного народного автомобиля витала в умах конструкторов автомобилей как никогда. Ведь такая машина в первую очередь нужна была инвалидам войны, и для них он должен иметь максимально простое управление. Таким шансом создать такой автомобиль и воспользовался советский инженер Всеволод Евгеньевич Бахчеванджи, в то время возглавлявший Рижскую экспериментальную автомобильную фабрику. Имея связи среди верхушки КПСС и убедивший руководство Латвии в перспективности данной модели, Бахчеванджи в конце 40-х годов представил свое видение народного малолитражного автомобиля самому Иосифу Виссарионовичу Сталину, который подписал указ на создание совершенно нового автомобиля с автоматической коробкой передач, приурочив его создание к годовщине Октябрьской революции. Ведь в то время РАФ имела в своем распоряжении передовые станки. Внешне легковой автомобиль, имевший равную конструкцию кузова, больше походил на Победу, которую опоясывали вокруг хромированные молдинги, а спереди были установлены необычные прямоугольные фары. Для удешевления автомобиля вместо внутренней обивки использовали краску, которой добавляли мелкие частицы хлопка. Так как срок для изготовления был очень мал, всего 4 месяца, было решено установить в задней части автомобиля немного переработанный оригинальный четырехтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель типа ГАЗ-ММ мощностью 30 лошадиных сил, разгонявший машину до 90 км в час и охлаждавшийся при помощи радиатора, установленной передней части, охлаждающая жидкость которого текла по трубам рамы, которой был усилен кузов. Но самой интересной частью автомобиля была его новая двухскоростная гидромеханическая коробка передач с автоматической муфтой сцепления, которая позволяла бы двигателю приспосабливаться лучше к различным дорожным условиям и ускоряться равномерно. Не менее интересной была и разработанная собственными силами коллектива фабрики, и в которой использовали детали «Москвича», главная передача. Она имела 3 положения – вперед, задний ход и нейтраль. Передняя ось имела подвеску типа дюбане, а задняя на поперечной рессоре. Управлять автомобилем водитель мог при помощи руля с речным управлением. Тормоза автомобиля, взятые от того же «Москвича 400», установили только на задние колеса. Уже к осени 1950 года, провалив все назначенные сроки, после коротких заводских испытаний, 2 опытных автомобиля Бахчеванджи РАФ-50 в кузовах седан и кабриолет были готовы отправиться в Москву. По пути в столицу, который составил более 1000 километров, то и дело возникали поломки, которые устраняли в пути. Особенно давала о себе знать откровенно сырая автоматическая коробка передач. Не прошли на пользу и кое-как прошедшие испытания в НАМИ. Хоть идея создания дешевого, удобного и простого автомобиля и была оценена членами комиссии, множество дефектов, а также огромный расход топлива двигателем и крайне ненадежная и дорогая автоматическая коробка передач вынудила комиссию признать данный автомобиль непригодным для дальнейшего серийного производства и отправила группу Бахчеванджи обратно в Ригу, где по дороге был потерян автомобиль с кузовом фаэтон, который так и не смогли отремонтировать в дороге. Седан же вернулся домой, и сейчас отреставрированный, чудом сохранившийся кузов стоит в Рижском мотор-музее. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!